Привет, друзья! Сегодня еду на милитари-нумизматический слет в старинный немецкий городок Гослар. И вот пока стоял, ждал поезда, появилась у меня идея сделать небольшой такой информативный, минут на 3-5 видеосюжет о самом городе. Ну а уже после сюжета о городе уже покажу сам слет и то, что мне удалось там купить. Гослар сегодня – тихий провинциальный городок в Нижней Саксонии. Но в XI-XIII веках здесь находилась самая большая и важная резиденция германских правителей – королевский или императорский Пфальц. Рядом расположен рудник, на котором более 1000 лет добывали серебро и другие ценные металлы. Почему Гослар занимает особое место в немецкой истории и заслужил статус памятника всемирного наследия? У Священной Римской империи и существовавшей до 1806 года не было столицы, но дворец в Госларе более 2 столетий занимал центральное место среди многочисленных королевских резиденций в этом надгосударственном союзе. В период правления императоров Салической династии и Гогенштауфенов здесь неоднократно проводились хафтаги и рейхстаги. Гослар называли Северным Римом. Сюда даже приезжал Папа Римский Виктор II, племянник Генриха III. Сердце Генриха III похоронено здесь, в романской дворцовой часовне. Так он завещал. Останки покоятся в Рейне, в крипте Шпайерского собора. В прусский период в XIX веке Пфальц отреставрировали, а в качестве символов преемственности королевской власти перед дворцом установили конные статуи императора Барбароссы и казера Вильгельма I. Место для резиденции было выбрано не случайно. В 1005 году Генрих II приказал заложить в Госларе новый Пфальц поближе к богатому месторождению благородных металлов, чтобы лучше контролировать доходы. Главная достопримечательность дворца – красиво расписанный главный зал, где когда-то заседала вся знать империи. Сейчас тут проводятся концерты классической музыки. В 1871 году немецкие земли объединились под эгидой Пруссии. Кайзеровская Германия стремилась к демонстрации исторической связи между Священной Римской империей германской нации и Новой Германской империей. В 1875 году Гослар посетил кайзер Вильгельм I. Официально статус свободного имперского города Гослар получил в 1290 году, хотя формально давно уже пользовался соответствующими правами. В 1340 году статус был еще раз подтвержден в Королевской грамоте. Одной из самых прибыльных и важных привилегий, дарованных императором, было разрешение на чеканку собственной серебряной монеты – Марингрошен. Гослар – шикарный городок для туристического путешествия. Он сохранился в своем первозданном виде, так как, в отличие от многих северных городов Германии, союзная авиация его в силу каких-то причин не бомбила, поэтому город не был разрушен и дошел до наших дней со своими историческими зданиями, улицами, кварталами. Поэтому очень интересно там погулять, насладиться вот этой архитектурой, самобытностью города. В общем, классный городок. Всем рекомендую, кто не был, обязательно посетить. Получите большое удовольствие. Ну и на удивление в городе провели милитари-нумизматический слет, на который мне удалось попасть. К сожалению, внутри я не смог поснимать. И поэтому во второй части видео всего лишь только покажу то, что купил. Анонсировано это было как милитари слет и нумизматика. Но в результате, когда мы с коллегой туда приехали, то оказалось, что это все-таки милитари слет, и с нумизматикой там было всего 2 человека. И вот у одного из них я купил вот эти 10 монет. Начнем с трехмарочника империи немецкой. Это Пруссия, университет Бреслау. 3 марочки. Шикарная монета. В очень ярком состоянии. Значит, продавали эти монеты бабушка с дедушкой. У них была и милитари тема, но и были у них монеты достаточно много. И было много хороших штемпельных монет. Но на удивление, в отличие от... Эта монетка обошлась мне в 60 евро. На удивление, в отличие от других продавцов, данные продавцы абсолютно не хотели
уступать. И я с большим трудом получил у них скидку в 5%, по-моему, если не меньше, от всей суммы покупки. Вот следующая монетка, Веймарская республика, посвящена городу Марбург или университету Марбург, уже не помню. Память подводит. Монета тоже шикарная, штемпельная. Поправьте меня в комментариях, все-таки город или университет, вот не помню, но по-моему все-таки город. Монетка штемпельная, классная, вообще претензий нет ни по полю, ни по механике, ни по гурту. Ну, отличная монета, супер состояние, красивая. Обошлась она мне в 89 евро. Это я уже говорю цены по итогам длительных переговоров о скидке. Они долго не хотели подвигаться, вообще не хотели никакую скидку давать. Вот. Но, честно, если сказать, то цены на монеты были у них ниже рыночных. Это я действительно видел, что цены ниже, поэтому не был сильно расстроен, что скидка была маленькая. Но, тем не менее, хотелось, конечно, скидку побольше. Следующая монета тоже Веймарская республика, 5 марок. 1000 лет Рейланду. Монетка красивая, тоже штемпельная, яркая. Как видите, тоже без особых нареканий. Вот эту монету я купил у него за 120 евро. Так, потом я купил целых 3 цепелина трехмарочника. Все они в штемпельном состоянии, разной яркости, но приблизительно одного качества. И все эти 3 монеты, не буду все 3 показывать, они в принципе одинаковые. Одинаковые по состоянию, там разные буквы. 2А и одна другая, не помню какая. Просто здесь очень... Я, в отличие от вас, вижу изображение маленькое на телефоне, поэтому букву не вижу. Скорее всего, А. Вот, и все эти 3 монетки мне обошлись по 70 евро за штуку в итоге длительной торговли. Вот такие монетки. Кстати, сейчас уже все эти монеты на клубах, на Мюнцбörse, то есть на встречах нумизматов, продаются в среднем дороже. То есть и так вообще за мое время нахождения в Германии, последние 2 года, цены на монеты достаточно сильно подросли. Следующая монетка тоже в очень хорошем состоянии, у нее такая золотистая патина. Это уже у нас империя. 3 марки. Как видите, монета тоже в идеальном состоянии. Просто я ее когда увидел, сразу понял, что это то, что надо покупать. Обошлась она мне в 75 евро. Следующая шикарная монета. Это монета Королевства Ганновер. Монета 1834 года. Но посмотрите, какое у нее состояние. Она практически не имеет никаких потертостей. Там только в одном месте, вот где у лошади вот от гривы к ноге идет то ли уздечка, то ли что-то там идет, вот там маленькая притертость есть. Вот я ее изучал. И это 16 гуте грошен, 1834 год. Как видите, монетка яркая. И думаю, начальный МС она должна получить по-любому. 61, 62. Но я очень надеюсь, что эта монета получит. В гурту этой монеты
Вот такая типа цепочка накатана на гурту. Такой гурт. Красивая монетка. Первый раз в таком состоянии мне попалась. Обычно они такие утертые достаточно. 85 евро за монету я заплатил. И две монетки тоже Веймарской республики. Они немножко послабее, чем предыдущие. Они тоже в штемпельном состоянии. Это Гёте. Одна из последних монет Веймарской республики. Вот такой Гёте. Не такой яркий, как предыдущие монеты. Но тоже монета штемпельная. И купил я ее за 80 евро. Хотя, наверное, это дороговато для такого состояния. Но, как говорится, когда тебе в спину дышит несколько человек, и тебе надо очень быстро принимать решения, время на подробный осмотр нет, ты не имеешь, поэтому иногда делаешь ошибки. Следующая монетка Веймарская республика тоже. Это у нас Штайн. И тоже монетка не совсем классная. Я ее когда рассмотрел, то увидел, там царапины есть и есть потертости небольшие. Но вот недостаток освещения, и вылезла вот такая проблемка. То есть так прокололся слегка. Поэтому такую монетку уже на грейдинг не отдашь. Но тоже яркая, штемпельная. Думаю, найдет своего покупателя. Вот такие были у меня покупки в этот раз. Спасибо дедушке с бабушкой за хорошие монеты. Вот. Спасибо вам всем за просмотр. Желаю всем удачи и до новых встреч.